От пациентки. С 20 октября 2024 года нет фокуса и рассеянность зрения. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 41 года, дата исследования 10 февраля 2025 года. Область исследования – головной мозг, срединной структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны до 6 мм, третий желудочек до 3 мм, ИВ и краткая желудочек мозга не изменен. Индекс Эванса 0,24. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мастомо-сжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Субкортикально, пара- и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются немногочисленные гиперинтенсивные на Т2 флейр-очаги, размерами до 11 на 6 мм, средним размером до 7 на 6 мм, без перифокального отека, более вероятно, дисциркуляторного характера. Слева области базальных ядер участок глиоза размером 15 на 9 на 8 мм, в основании височной доли глиоза размером 18 на 8 на 9 мм. В мозолистом теле очаги патологического МР-сигнала не определяются. Расширены переваскулярные пространства верхового робина. Краниоспинальный переход без особенностей. Данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. Пневматизация придаточных пазух носа сохранена. При введении контраста очаги патологической васкуляризации и не выявлены. На отсроченных томограммах накопление контраста без особенностей. Выявленные очаги контраст не накапливают. Заключение: МР-картина множественных очагов глиоза головного мозга, более вероятно дисциркуляторная энцефалопатия. МР-картина по сравнению с заключением МРТ от 7 января 2025 года. Без существенной динамики. Рекомендована консультация невролога. 12 февраля 2025 год. КМН, доцент Котов МА, а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В веществе головного мозга видны множественные очаги глиоза. На мой взгляд, это скорее проявление цереброваскулярной болезни, поражение мелких сосудов мозга, а не демиелинизирующего процесса. При демиелинизации очаги выглядят не так, у них, как правило, другое расположение. Вам нужно показаться неврологу. Вопрос пациентки. Видно ли в данном МРТ состояние моих зрительных нервов, утрату зрительных нервов, атрофию? Ответ: КМН Котова МА. Для оценки зрительных нервов выполняется МРТ-орбит, где их можно оценить наиболее точно. На данном исследовании признаков их атрофии нет.